Когда всемирно известный актер и режиссер Мел Гибсон заявил публично, что обладает информацией, способной полностью изменить восприятие человечеством истории сотворения мира, его слова сразу вызвали огромный ажиотаж и настоящий скандал в мировых СМИ. Эта новость стремительно распространилась по планете, вызвав беспокойство даже в самых закрытых и консервативных кругах общества. Однако наибольшую тревогу заявление Гибсона вызвало в самом центре католического мира, в Ватикане, где это известие восприняли как серьезнейшую угрозу для устоявшихся религиозных доктрин и многовековых основ веры. Официальные представители Святого Престола тут же выпустили комментарий, в котором постарались максимально дистанцироваться от слов актера, заявив, что его утверждения не имеют под собой реальной почвы и являются не более чем сенсационными слухами. Однако внимательные наблюдатели заметили, несмотря на внешнее спокойствие, за стенами Ватикана начались экстренные совещания на самом высоком уровне, а некоторые церковные иерархи даже были срочно вызваны из других стран для участия в тайном обсуждении возникшего кризиса. С каждым днем напряжение только нарастало, а СМИ публиковали все новые подробности громкого заявления Гибсона, усиливая беспокойство верующих и любопытство скептиков. Вскоре стало известно, что речь идет о загадочном древнем манускрипте, который Мел Гибсон якобы получил от неизвестного инсайдера, связанного напрямую с тайными архивами Святого Престола. Актер сообщил, что документ под названием «Кодекс сотворения» долгое время хранился в строжайшей тайне и никогда не был доступен широкой публике из-за того, что информация, содержащаяся в нем, противоречит каноническому библейскому представлению о создании мира и происхождении человечества. Согласно утверждениям Гибсона, манускрипт был написан на древнем языке, но его содержание настолько шокировало тех немногих, кто имел к нему доступ, что его решили навсегда скрыть от посторонних глаз. Исследования, проведенные независимыми экспертами, подтверждают, что сам документ имеет крайне древнее происхождение и датируется временем, значительно предшествующим большинству известных сегодня исторических источников о сотворении мира. Кодекс содержит уникальные, тщательно прописанные и детализированные описания событий, которые ставят под сомнение официальные религиозные доктрины и общепринятые представления о божественном творении. Мел Гибсон также утверждает, что главными героями манускрипта выступают некие загадочные существа, которые названы в тексте предшественниками, древними созданиями, существовавшими задолго до появления человека и даже богов, упоминаемых в традиционных религиях. Эти существа, согласно тексту манускрипта, обладали настолько высоким уровнем знаний и духовных возможностей, что могли буквально влиять на материю и формировать саму реальность по своему усмотрению. Документ детально описывает, как именно предшественники создали первые формы жизни на Земле и непосредственно участвовали в формировании первых человеческих цивилизаций, передав им часть своих знаний и способностей. Более того, древние записи напрямую указывают, что люди были созданы не в качестве рабов или слуг богов, как это описывается в большинстве древних религиозных текстов, а в роли наследников и учеников этих загадочных существ, что полностью противоречит основной христианской догме о сотворении человека Богом. Именно эта информация вызвала наибольшее возмущение и беспокойство внутри Ватикана, так как публикация подобных данных неизбежно повлекла бы за собой глобальный кризис веры и крах традиционных религиозных институтов, основанных на совершенно иных представлениях о происхождении и предназначении человека. Представители церкви были вынуждены признать существование манускрипта, но категорически отвергли любые обвинения в его сокрытии, заявив, что документ является апокрифическим и не заслуживающим серьезного внимания. Несмотря на это, сотни независимых исследователей, журналистов и простых людей по всему миру начали активно интересоваться содержанием древних записей,
требуя полной и открытой публикации манускрипта, чтобы общество могло самостоятельно ознакомиться с его сенсационными утверждениями и оценить их правдивость. В то же время, сам Гибсон публично заявил, что подвергается серьезному давлению и даже угрозам со стороны неизвестных лиц, требующих от него отказаться от дальнейших комментариев и распространения информации о Кодексе сотворения. Несмотря на все угрозы, актер решительно заявил, что считает своим долгом донести до общественности правду, которую он сам называет важнейшей тайной, способной изменить будущее человечества. После этого заявления на Гибсона была развернута масштабная информационная атака, направленная на дискредитацию его личности и репутации, однако это лишь еще сильнее подогрело интерес публики к его сенсационным заявлениям и документу, который он держал в руках. Эксперты по религиоведению и истории заявляют, что даже частичное подтверждение правдивости Кодекса и существования предшественников может спровоцировать духовную революцию, заставив миллионы людей по-новому взглянуть на историю и само предназначение человечества. Уже сейчас очевидно, что речь идет не просто об очередной мистификации или скандале, а о событии, способном полностью изменить духовный ландшафт мира. Ватикан же, пытаясь любой ценой предотвратить утечку подобной информации, оказался в центре беспрецедентного скандала, который грозит серьезными последствиями не только для католической церкви, но и для всей мировой истории. Этот скандал стал началом новой главы в истории изучения тайных знаний, скрываемых веками от общества, и заставил людей по всему миру задуматься о том, какая еще правда могла быть скрыта в тайных хранилищах Ватикана. Теперь человечество стоит перед важным выбором: принять эту информацию и измениться или отвергнуть ее, оставшись в привычном и удобном неведении. Согласно словам Мела Гибсона, Кодекс сотворения представляет собой древний манускрипт, составленный задолго до появления большинства религиозных и исторических текстов, известных современной науке. Сам документ имеет весьма необычный и загадочный внешний вид, его страницы изготовлены из материала, напоминающего тонко обработанную кожу неизвестного животного, которая по сей день остается не поддающейся идентификации современной наукой. На страницах манускрипта аккуратно выведены символы и письмена, принадлежащие древнему языку, который, по утверждению лингвистов и экспертов по древним культурам, не соответствует ни одной из известных письменностей. Именно сложность перевода и невероятная древность стали причиной того, что долгое время Кодекс оставался непереведенным и закрытым для широкой публики, хранясь под строжайшим запретом в тайных архивах Ватикана. По словам Гибсона, инсайдер, передавший ему документ, утверждал, что даже ограниченный доступ к тексту был строго регламентирован, а для работы с ним допускались только специально обученные исследователи, давшие обет молчания. Несмотря на беспрецедентные меры безопасности, несколько страниц манускрипта все же были тайно скопированы и переданы актеру вместе с переводами, которые он позже предъявил общественности. Содержание Кодекса полностью опровергает общепринятые представления о сотворении человека и зарождении жизни на планете Земля, утверждая, что наша история началась значительно раньше, чем принято считать. Текст повествует о древней цивилизации могущественных существ, которые были названы в манускрипте предшественниками. Эти сущности обладали удивительными способностями и знаниями, намного превосходящими возможности человеческого понимания и современной науки. Согласно Кодексу сотворения, именно эти предшественники стали первыми разумными существами, появившимися на Земле, и занимались не просто наблюдением, а непосредственно участвовали в процессе формирования и эволюции всех живых организмов, включая человечество. Текст подробно описывает, как именно предшественники вмешались в ход эволюции, изменив генетический код примитивных форм жизни и ускорив развитие человеческого сознания и интеллекта. Более того, манускрипт утверждает, что изначально человечество
было создано не в качестве подвластных созданий или рабов, как часто описывается в древних религиозных мифах, а в роли потенциальных наследников знаний и мудрости этих древних существ. Важнейшим элементом кодекса является подробное описание предшественников. Их внешний облик описывается как человекоподобный, но значительно превосходящий людей по росту, силе и интеллекту. Они обладали светящейся кожей, источавшей некий энергетический свет, и глазами, способными видеть сквозь время и пространство, что позволяло им предвидеть и влиять на будущее. Манускрипт утверждает, что именно благодаря этим существам возникли первые высокоразвитые цивилизации, такие как Атлантида, Лемурия и другие мифические государства, о которых в наши дни сохранились лишь смутные легенды. Одним из самых впечатляющих и спорных утверждений в тексте является упоминание о том, что предшественники не были единственными существами, обладающими сверхъестественными способностями. В манускрипте говорится о существовании нескольких других цивилизаций, населявших Землю до появления современного человечества и обладавших подобными возможностями, но утративших свои знания вследствие глобальных катастроф. Эти цивилизации, согласно тексту, пытались достичь того же уровня развития, что и предшественники, но не смогли преодолеть определенные духовные и нравственные препятствия, что и привело к их исчезновению. Кодекс сотворения также содержит детализированные пророчества, в которых описаны многочисленные события мировой истории, произошедшие спустя много тысячелетий после написания манускрипта, что подтверждает его уникальность и подлинность. Текст предсказал не только глобальные катастрофы прошлого, но и некоторые из будущих событий, которым еще предстоит сбыться, включая возвращение предшественников на Землю в определенный период времени. В переводах, переданных Гибсоном, говорится, что возвращение этих существ станет для человечества переломным моментом, способным полностью изменить существующие представления о мире и его устройстве. Именно этот аспект манускрипта является наиболее опасным для традиционных религий и в первую очередь для католической церкви, поскольку прямо противоречит учению о едином Творце и исключительности человечества в мироздании. Ватикан, осознавая катастрофические последствия подобных утверждений для всей структуры христианской веры, сделал все возможное, чтобы информация о предшественниках никогда не была раскрыта публично. Однако теперь, когда кодекс оказался в руках независимых исследователей и информация начала распространяться, церковь вынуждена была столкнуться с серьезным вызовом, угрожающим ее авторитету и влиянию в мире. После публичного выступления Мела Гибсона информация о кодексе сотворения и предшественниках вызвала бурную реакцию в мировом научном сообществе, породив множество вопросов относительно реального происхождения человека и исторической роли различных религий. Известные историки, археологи и антропологи заявили о необходимости срочных исследований и проверки содержащихся в манускрипте сведений, чтобы подтвердить или опровергнуть его подлинность. Несмотря на активные попытки дискредитировать документ и самого Гибсона, первые результаты научных экспертиз и анализов древнего текста лишь подтверждают его уникальность и значимость, что заставляет задуматься о необходимости серьезного пересмотра истории и духовных основ человеческой цивилизации. Сегодня кодекс сотворения остается одной из самых горячо обсуждаемых тем во всем мире, а его публикация стала важным событием, способным навсегда изменить представление человечества о своей истории, происхождении и предназначении. Именно поэтому все попытки официальных религиозных институтов остановить распространение этой информации пока терпят поражение, ведь стремление людей узнать правду оказывается сильнее любых запретов и табу. Наиболее сенсационной частью древнего манускрипта «Кодекс сотворения» являются предсказания о возвращении загадочных предшественников на Землю, которые были изложены в удивительно четкой и конкретной форме. Согласно тексту манускрипта, человечество,
не только связано со своими древними создателями, но и находится на пути неизбежной встречи с ними в ближайшем будущем. Эти существа, обладающие почти безграничными знаниями и возможностями, согласно пророчеству, вернутся для того, чтобы проверить, насколько далеко человечество продвинулось в своем развитии и осознании собственной природы и предназначения. Самое удивительное и пугающее в этих предсказаниях заключается в указании на конкретные признаки приближения этого события, которые уже начали сбываться в наше время. Кодекс говорит о том, что возвращению предшественников будет предшествовать эпоха глобальных потрясений, духовного кризиса и радикальных перемен во всех сферах жизни человечества. Текст манускрипта предсказывает увеличение числа природных катастроф, политических конфликтов, социальных волнений и массовых протестов, которые станут знамением приближения времени Великого Перехода, когда Старый мир будет вынужден уступить место новому. Согласно пророчеству, предшественники вернутся не в роли карателей или завоевателей, а в роли наставников и духовных проводников, призванных помочь человечеству выйти на новый уровень сознания и эволюционного развития. Манускрипт подробно описывает, как их появление станет величайшим духовным испытанием для всего человечества, поскольку потребует от людей пересмотра фундаментальных убеждений, верований и даже образа жизни. Именно поэтому Ватикан и другие религиозные институты воспринимают эти пророчества с такой тревогой, прекрасно понимая, что возвращение древних существ неизбежно поставит под сомнение их авторитет и сами основы традиционных религиозных учений. Среди описаний, приводимых в манускрипте, можно найти детальные указания на то, как именно человечество должно подготовиться к этому событию. Основным условием успешного перехода к новой эпохе, согласно Кодексу, является готовность людей принять истинную историю своего происхождения и полностью осознать свою связь с предшественниками. Люди должны будут отказаться от старых догм, построенных на страхе и подчинении, и принять новую духовность, основанную на знаниях, осознании своего предназначения и единстве со всей Вселенной. Текст пророчества также подробно объясняет, какие последствия ждут человечество, если оно не будет готово к этой встрече или попытается отвергнуть своих древних наставников. В таком случае человечество рискует столкнуться с глубоким духовным кризисом и социальными катастрофами, способными разрушить привычные представления о цивилизации и общественном порядке. Предшественники, как утверждает текст манускрипта, не будут насильно вмешиваться в выбор людей, но они ясно дадут понять, что путь, избранный человечеством, определит его дальнейшую судьбу на тысячелетия вперед. Именно осознание серьезности предстоящих событий и масштабов возможных последствий стало причиной того, что Ватикан и ряд других влиятельных организаций предпринимают столь решительные попытки скрыть содержание манускрипта от широкой публики. По мнению многих экспертов, представители официальной церкви прекрасно понимают, что публикация таких сведений способна полностью разрушить существующие представления о духовной реальности и поставить под угрозу само существование традиционных религиозных структур, обладающих властью и влиянием на миллионы верующих людей по всему миру. Они опасаются, что распространение знаний, содержащихся в Кодексе сотворения, неизбежно приведет к глобальной духовной революции, заставив людей искать ответы не в религиозных институтах, а внутри себя и в прямом контакте с высшими силами. Ватикан предпринимает все меры, чтобы предотвратить раскрытие этих знаний, вплоть до распространения дезинформации, дискредитации Мела Гибсона и других исследователей, активно занимающихся изучением манускрипта. Однако попытки дискредитировать и замолчать информацию лишь усиливают интерес к ней, привлекая внимание миллионов людей по всему миру, которые требуют открытости и правды о своем происхождении. Этот общественный запрос становится все более ощутимым, а значит, в ближайшие годы человечеству предстоит пройти через серьезнейшие изменения и духовную трансформацию.
Уже сейчас ученые, философы и духовные лидеры обсуждают возможные последствия появления предшественников, признавая, что человечество впервые сталкивается с событием такого масштаба, способным полностью изменить его представление о себе и своем месте во Вселенной. Если предсказания Кодекса сотворения окажутся правдой, то человечество войдет в новую эпоху, где знания древних цивилизаций, долгие века скрываемые религиями и власть имущими, станут доступными каждому. Это будет мир, в котором люди наконец осознают свою подлинную природу и смогут развиваться без искусственных ограничений и ложных догм. С другой стороны, если человечество отвергнет эти знания и предпочтет остаться в старой парадигме, последствия могут быть разрушительными, мир погрузится в хаос и бесконечные конфликты за власть и влияние. Именно поэтому осознание информации, изложенной в Кодексе сотворения, является не просто вопросом любопытства, а реальным выбором, перед которым сегодня стоит вся наша цивилизация. От того, насколько мы будем готовы к этому переходу, зависит наше будущее и сам смысл человеческого существования на планете Земля. Таким образом, возвращение предшественников, описанное в древнем пророчестве, не является концом света, а становится новым началом, предлагающим человечеству шанс на духовное возрождение и новый виток эволюции сознания.